Глава 116. Селянь действительно всю жизнь прожил, считая себя бессильным, но все же существует качественная разница между притворяться, что у тебя нет того самого, и по-настоящему навсегда это самое потерять. Принц вмиг покрылся холодным потом и выкрикнул: «Прячьтесь!» Меч, будто в ответ на восклицание, исчез наверху, и Селянь, пользуясь моментом, ринулся вперед. Но почти сразу потянул Ши Цинцюаня к себе с криком: «Осторожно!» Перед Ши Цинцюанем скользнуло лезвие меча, практически вплотную к его голове, и если бы не Селянь, того бы пригвоздило к земле на месте. Ши Цинцюань испуганно воскликнул: «Опасно, как опасно! Откуда вы знали, что он ударит сюда?» Селянь ответил: «Не знал, догадался». Ему просто подсказала интуиция. Принц уже натренировался до такой степени, что в моменты столкновения со смертельной опасностью мог отреагировать, совершенно не задумываясь. Далее в землю вонзился второй меч, третий. 4 острых сияющих лезвия преградили им путь вперед и назад. Следом раздался оглушительный грохот, и земля над ними задрожала, посыпались песок и мелкие камни. «Сверху кто-то пробивается!» — воскликнул Селянь. С каждым следующим ударом грохотало все сильнее, дрожь также усиливалась, совершенно ясно, что противник приближается. Проходы впереди и позади оказались заблокированы, причем мечи представляли собой довольно новые драгоценные артефакты высшего ранга. Трудно сказать, сможет ли старичок Фансинь пробиться сквозь их заслон. Мин и неизвестно откуда вынул лопату полумесяца и принялся копать проход в сторону от узкого тоннеля. Процесс, очевидно, давался ему с трудом, и Ши Цинцюань, которого, казалось, вот-вот душа покинет, взмолился: «Мин Сюн, ты в конце концов справишься или нет? Мин Сюн, пожалуйста, побыстрее. Все из-за того, что ты слишком долго не пользовался своим артефактом. Надо почаще применять его, когда выдается свободная минутка, чтобы приноровиться, ты понял меня? Посмотри, ты же совсем от нее отвык». На самом деле то, что Мин и отвык от своего артефакта, вполне простительно, что тут поделать, ведь кроме Селяня во всем пантеоне верхних небес не найдется чиновника, который способен с абсолютно невозмутимым видом целыми днями расхаживать повсюду с лопатой на плече. Серьезно, ни один небесный чиновник не может вытворить ничего подобного. На лбу Мин и вздулись вены, он бросил: «Закрой рот». Селянь поспешно вмешался: «Не сердитесь, не сердитесь». Получилось, проход открылся, в самом деле, стоило Мин и поднажать, и дело пошло. С лопатой в руке повелитель земли как сумасшедший прокладывал им тоннель, следом шел Ши Цинцюань, который как сумасшедший его подбадривал, ну а Селянь, как единственный, кто еще не сошел с ума, взял на себя ответственность прикрывать отступление. Лопата повелителя земли действительно оказалась удивительным артефактом, всего несколько усилий, и впереди расстилался проход длиной в дюжину, а то и больше чанов. Пройдя немного, принц обернулся и увидел, что за ними тоннель постепенно сужается, но все же позади блеснул луч света, прямо из того места, где они ранее оказались пойманы в ловушку. Селянь тут же оповестил двоих впереди: он скоро пробьется. Мин и мгновенно принялся копать с еще большим остервенением, но вдруг застыл и посмотрел наверх. Селянь последовал его примеру, поскольку оба почувствовали, что над ними не доносится ни единого звука, никаких признаков чужого присутствия, должно быть, наверху находится чей-то пустой дворец. Раз уж их подземный ход оказался обнаружен, как бы то ни было, следует сначала выбраться на поверхность, затем решать последующие проблемы. Мин сменил направление и стал копать вверх. Ши Цинцюань спросил: «Вы уверены, что когда мы выкопаемся наружу, никого там не встретим?» Мин и ответил: «Звуков не слышно. Разве что наверху все спят, разумеется, обычно небесные чиновники не нуждались во сне. И тем более не стали бы спать в собственном дворце посреди бела дня. Поэтому такой вероятности практически не существовало». Но кто бы мог подумать, что когда Мин и последним ударом лопаты пробьет над ними дыру, и троица окажется на поверхности, высунув головы наружу и вдыхая глоток свежего воздуха. Никто еще не успеет выдохнуть, как увидит перед собой деревянную кушетку, а на ней спящего юношу с широко раскинутыми конечностями. Неужели и впрямь существует небожитель,
который спит посреди бела дня в собственном дворце. Услышав шум, юноша тут же перевернулся и сел, нахмурившись. Затем почесал растрепавшуюся курчавую голову и заспанными глазами уставился на 3 головы, высунувшиеся из дыры в полу перед кушеткой. Кажется, он совершенно не понимал, как в его дворце могло появиться что-то подобное. Тем временем троица, притворяясь, что ничего не происходит, стала второпях выбираться из подземного прохода. И вдруг Ши Цинцюань, уже почти оказавшийся на поверхности целиком, громко вскрикнул. Селянь обернулся и увидел, что его за ногу схватила чья-то рука. Как оказалось, она принадлежала Пэймину. Даже находясь под землей, он выглядел бесподобно элегантно. Генерал Пэй произнес: «А я-то раздумывал, откуда взялись крысы, что прокопали свои лазейки под моим дворцом. Цинцюань, зачем ты сбежал? И куда ты собрался? Прекрасно знаешь, каков твой брат в гневе. Сейчас же вернись, пока он не заметил». Жайо одним взмахом отбросила руку Пэймина. Тот прыжком вылетел на поверхность и продолжил: «Ваше Высочество, Ваше Превосходительство, Повелитель Земли, вам двоим нечем заняться. Зачем вы ни с того ни с сего подговорили Повелителя Ветров на побег? Боюсь, объясниться будет нелегко». Селянь ответил: «Пускай Повелитель Ветров, младший брат Повелителя Вод, но все же такой же небесный чиновник, и ему тоже несколько сотен лет. Генерал Пэй, не нужно говорить с ним, как с 3-летним ребенком. И если уж рассуждать по справедливости, боюсь, Повелителю Вод тоже будет нелегко объяснить, зачем он ни с того ни с сего запер в своем дворце одного из наших божественных коллег, чиновника Верхних Небес, и если догадки принца верны, Повелителю Ветров действительно нельзя оставаться на Верхних Небесах». Цюань Ичжэнь тем временем так и сидел на своей кровати, глядя на них отупелым взглядом, и, кажется, до сих пор не понимал, что происходит. Пэймин поднял меч и серьезным тоном бросил: «Цин, хватит хлопать глазами. Лучше помоги. Справимся с ними, а там поговорим». Поразмыслив еще секунду, Цюань Ичжэнь действительно пришел на помощь. Юноша спрыгнул с кушетки, замахнулся ею же и обрушил удар на Пэймина. Он и правда пришел на помощь, вот только на помощь Селяню и остальным. Пэймин, которому внезапно прилетело деревянной кушеткой, прямо-таки остолбенел, а потом разразился криком: «Цин! Ты меня зачем ударил?» Цюань Ичжэнь помахал Селянь рукой, видимо, намекая, чтобы они поскорее уходили. Селянь секунду стоял как вкопанный, но потом поскорее бросился на утек. Ши Цинцюань, кажется, начал терять силы из-за ран. Пробежав пару шагов, он смертельно побледнел, поэтому Селяню пришлось его поддержать. Мин и же сразу схватил Ши Цинцюаня и усадил себе на спину. Тем временем принц приложил ладонь к двери и достал откуда-то резные кости, затем обернулся и крикнул юноше: «Премного благодарен». Цюань Ичжэнь все еще метелил Пэймина, при этом дрался безжалостно и самозабвенно, и если бы сам Пэймин не отличался недюжинными способностями в драке, другой на его месте давно бы не выдержал такого напора, весь бы истек кровью. У попавшего под град из тумаков Пэймина от гнева едва не лопались вены, он взревел: «Стража! Задержать!» Но еще до его крика Селянь бросил кости, открыл дверь и рванул вперед, затем сразу же закрыл за остальными, успешно покинув чертоги Верхних Небес. Однако далее случилось то, чего принц уж никак не ожидал. Он закрыл дверь, обернулся, и его взгляду предстал Хуачен. Наступив одной ногой на новенький ящик для подношений, он вытирал пот, голый по пояс. Селянь ощутил, что ему не хватает дыхания, и неудивительно, разве в таком маленьком, полуразрушенном монастыре могли поместиться сразу 3 величественных божества. А снаружи тем временем слышались сонные крики демона, вселившегося в человека, который все шумел: «Гуцзы, подойди, разомни отцу ноги». Спустя мгновение Хуачен, не глядя, отбросил в сторону Мин, которым стругал деревяшку, и приподнял бровь, и цвет кожи, и линии его полуобнаженного тела буквально ослепляли красотой, так что у Селяня даже немного заребило в глазах. Конечно, сам он не стал ничего разглядывать, но все же кровь неудержимым потоком ударила в голову, отчего перед глазами потемнело.
Принц, чуть не падая, ринулся вперед и закрыл Хуачена от взглядов Мин и Ши Цинцюаня, широко расставив руки. «Закройте глаза, закройте глаза! Сейчас же закройте глаза!» Те двое с окаменевшим на лицах странным выражением воззрились на них. Хуачен положил руку на плечо селяню и спросил, будто вот-вот рассмеется, «ГГ. А что ты так разволновался?» Тут селянь и сам понял, и правда, что он так разволновался. Хуачен ведь не девица-краса, почему бы ему не заняться трудом, оголившись по пояс, но руки принц все равно не опустил, стараясь закрыть Хуачена от чужих взглядов. «Как бы то ни было, лучше тебе одеться». Хуачен пожал плечами. «Как скажешь, ГГ», он действительно непринужденно взял рубаху и без лишней спешки надел на себя. Глядя на абсолютно спокойный и естественный жест князя демонов, подобный плывущим облакам и текущей воде, Ши Цинцюань сконфуженно забормотал. «Ну вот что, простите за беспокойство, не думал, что у вас, ха-ха-ха, настолько, ха-ха-ха». «В общем, ну, ха-ха-ха». Селянь произнес, «Ваше превосходительство, если хотите что-то сказать, говорите прямо. Тогда я смогу объяснить, если вы что-то не так поняли. Не нужно заменять слова на ха-ха-ха, хорошо». Время поджимало, Пэймин наверняка вскоре заявится сюда в поисках беглеца, и в монастыре водных каштанов оставаться больше нельзя. Мин и поставил Ши Цинцюаня и принялся рисовать на полу магическое поле для сжатия тысячели. Селянь как раз вознамерился спросить, куда они направляются, как вдруг услышал за спиной вздох Хуачена. Вспомнив, что Хуачен предостерегал его не приближаться к повелителю ветров и компании, Селянь, не сдержавшись, повернулся и сказал, «Сань Лан, прости». Хуачен уже полностью оделся. «Я так и знал, что ты не сможешь остаться в стороне». Помолчав, он снова улыбнулся и добавил, «Но, ГГ, почему ты просишь у меня прощения? Ты помнишь только слова, которые я сказал тебе несколько дней назад, но неужели забыл, что я как-то говорил тебе еще одну фразу?» Селянь на миг застыл и подумал, какую фразу. И вдруг он вспомнил. В ту ночь в логове лазурного демона Хуачен сказал ему, «Не думай, просто делай, и все». Воскресив в памяти фразу, Селянь поморгал. Он не знал, какие слова сейчас подобрать, только вдруг очень захотел сделать что-нибудь для Хуачена. Но вот так сразу не мог придумать, что же именно, поэтому крепко задумался. Как вдруг взглядом принц ухватил красный воротник и воскликнул, «Подожди-ка», и бросился поправлять Хуачену воротник. Оказалось, что тот одевался довольно небрежно, поэтому не выправил ворот как следует. Закончив с этим, Селянь внимательно оглядел Хуачена и улыбнулся, «Вот, готово». Хуачен тоже просиял улыбкой, «Спасибо». Про себя Селянь тихонько проговорил, «Это тебе спасибо». Остальные двое, кажется, просто не могли больше смотреть в их сторону. Даже круг магического поля из-под руки Мин и вышел не таким уж ровным. Когда он закончил рисовать и открыл дверь, Селянь ожидал увидеть какую-нибудь темную пещеру или же величественный дворец, но никак не огромное походное поле, которое как раз раскинулось за дверью. Вдали виднелись туманные синие горы и зеленый бамбуковый лес, а неподалеку разрозненно трудились крестьяне, да еще крепкий и весь блестящий от пота черный бык вспахивал землю. Узрев подобную картину, принц едва не решил, что они до сих пор в деревне водных каштанов, и потому невольно остолбенел на секунду. Мин и тем временем уже усадил Ши Цинцюаня на спину и направился вперед. Однако не успел сделать шаг за порог, как Хуачен опередил их и пошел первым. Так они парами направились по кромке поля. Неизвестно, было ли это обманчивое ощущение, но тот черный бык словно все время неотрывно следил за ними взглядом. Пройдя немного, они отыскали маленькую хижину, крытую соломой, вошли в нее и расселись внутри. Только здесь Ши Цинцюань наконец спокойно выдохнул. Селянь спросил, больше не придется бежать. Но что, если генерал Пэй нагрянет и сюда? Хуачен поглядел наружу, задержавшись взглядом на черном быке, затем закрыл дверь и спокойно объяснил, не волнуйся. Хозяина этих мест он сердить не посмеет. А если явится, то радушного приема не дождется.
Водяной самодур тоже не станет действовать опрометчиво. Селянь, подумав, все же сказал: «Сань Лан, это слишком запутанное дело, и, боюсь, оно немало затрагивает чертоги верхних небес. Лучше будет, если ты останешься в стороне». Хуачен с улыбкой возразил: «Что происходит в чертогах верхних небес, меня не касается. Я лишь отправился вместе с тобой поглазеть от нечего делать, и не более». Внезапно в их разговор вмешался Ши Цинсюань: «Вам всем лучше не вмешиваться». Остальные трое обратили к нему взгляд. Ши Цинсюань продолжил: «Его высочество верно сказал, это дело весьма запутанное и затрагивает очень многих. Я останусь здесь и никуда больше не пойду. Друзья мои, ваша помощь больше не требуется. На этом все кончено». Однако Селянь неторопливо произнес: «Ваше превосходительство, кончено на этом или нет, решать не вам, а повелителю Вод и башку пустослову». От его слов лицо Ши Цинсюаня окаменело. Селянь же добавил: «Ваше превосходительство, я задам вам один вопрос, не сочтите за грубость». «Какой вопрос? Правильно ли я понимаю, что истинный божок-пустослов владеет некими сведениями, при помощи которых может угрожать вам и повелителю Вод?» Ши Цинсюань сделался еще немного бледнее. Ведь еще тогда, в башне пролитого вина, Селянь установил для Ши Цинсюаня крайне мощное защитное поле, и если бы тот сам не открыл дверь, то не пострадал бы. Но вот вопрос, почему он все-таки сделал то, что сделал. Вариант 1. Кто-то связался с ним в по сети духовного общения и первой же фразой высказал тот самый секрет, который мог стать угрозой. Таким образом, у повелителя ветров не осталось времени на рассуждения, и голоса подать он не решился, пришлось повиноваться. Селянь, сидя у стола, произнес: «Я склоняюсь к тому, что сведения касаются повелителя Вод. Поскольку, уверен, что бы это ни было, изначально вы ничего о них не знали. Потому стоило узнать, реакция оказалась настолько бурной, что даже вызвала враждебность по отношению к верхним небесам. И Ши Цинсюань пожелал спуститься в мир смертных и стать бродячим заклинателем, лишь бы только не занимать больше пост небесного чиновника». Мин и нахмурился, что это за сведения, все-таки Ши Цинсюань не какой-то простофиля, и если он пострадал от чьего-то коварного замысла и потерял магические силы, нормальной реакцией для него стал бы неописуемый гнев, желание докопаться до истины и сбить настоящего преступника до потери сознания. Однако ничего из перечисленного они не наблюдали, кроме гнева, пожалуй, да только гнев этот оказался направлен не на истинного башка-пустослова, а на собственного родного брата. Ко всему прочему, теперь Ши Цинсюань заявлял остальным, что на этом все кончено. Разумеется, ситуация складывалась совершенно ненормальной, и только одно обстоятельство не делало ее таковой. Вознесение Ши Цинсюаня изначально выходило за рамки нормы: изменить судьбу против воли небес, подтянуть на божественный постамент человека, который изначально не мог вознестись. Это поистине дерзкий поступок и даже тяжкий грех. Селянь никогда ни о чем подобном не слышал. И если это на самом деле так, раскрывшись, правда поднимет немалый резонанс во всем мире. Только представьте, каждый захочет вознестись, каждый сможет воспользоваться теми же методами, порядок в мире исчезнет без остатка, обернувшись полной неразберихой, предположение уму непостижимое, но чем дольше принц над ним размышлял, тем больше находил ему разумных подтверждений. С самого рождения Ши Цинсюаня многие годы преследовал истинный божок-пустослов, и единственный способ избавления от него — вознесение, что весьма кстати и произошло. Всего за несколько лет поочередно вознеслись два родных брата, событие поистине неизмеримо прекрасное и неизмеримо удачное. Селянь не желал сомневаться в самом факте вознесения Ши Цинсюаня, но если повелитель ветров попал на небеса сам по себе, как же вышло, что его столь легко лишили магических сил? И если бы демонической твари настолько просто было превратить небесного чиновника в обыкновенного смертного, неизвестно, сколькие небожители давным-давно подверглись бы подобной участи в качестве отмщения. Разве что он изначально являлся простым смертным. Разве что при вознесении повелителя ветров его брат воспользовался какими-то грязными методами. Поддерживать чей-то процесс самосовершенствования при помощи магических артефактов, затрачивая при этом немалые ресурсы, в пределах нормы.
пользоваться сменой власти в мире людей, чтобы вознестись посредством военного искусства на поле брани, также не выходит за рамки разумного. Все же таковы нравы времен, пролитая кровь, неотступный спутник славы, а после вознесения все кровавые грехи перечеркиваются одним взмахом кисти. Но кое-что выбивается из этого списка. Если простой смертный или же небесный чиновник, чтобы помочь вознестись кому-либо, прибегает к нечестным, темным методам и тем самым намеренно наносит другим жизням смертельный вред, ситуация складывается в корне иная. Селянь понизил голос: «Ваше превосходительство, правда ли, что вы вознеслись именно в ночь накануне холодных роз?» Помолчав немного, Ши Цинсюань глубоко вздохнул и ответил: «Да», а после недолгой паузы добавил: «Я вспомнил об этом еще тогда, в поселке Богу. Канун холодных роз, разве это не день моего вознесения? Я еще хотел поинтересоваться у вас, можно ли считать это зацепкой? Существует ли какая-то связь? Или, может, просто совпадение?» Но в душе я почему-то почувствовал себя неспокойно, вот и не стал спрашивать. Теперь вы знаете, существует ли связь. Существует. Конечно же, существует и немалая. Почему истинный божок-пустослов избрал именно этот день, чтобы перенести Ши Цинсюаня в поселок Богу, показал удивительное представление кровавого шествия, а потом унес на башню пролитого вина, где и напал на него. Наверняка ему не понадобилось бы безо всякой на то причины затрачивать столько сил. И если соединить время и эти два места, получится вот что. Много лет назад в канун холодных роз в поселке Богу один смертный студент Хэ не выдержал своей участи, убил бесчетное множество людей, после чего сам попрощался с жизнью. А тем временем на башне пролитого вина вознесся Ши Цинсюань. Таким образом, смысл послания истинного божка-пустослова становится предельно ясен. Твое вознесение, Ши Цинсюань, неотрывно связано со смертью главного персонажа истории кровавого шествия. Неприятная, но разумная догадка, которая посетила принца, заключалась вот в чем. После своего вознесения Шиуду, чтобы вызволить Ши Цинсюаня из лап истинного божка-пустослова, тайно отыскал подходящего по всем параметрам человека, затем при помощи некоего темного искусства сделал так, чтобы тот человек отвел от Ши Цинсюаня беду, приняв ее на себя. И жертвой стал именно студент Хэ из бедной семьи, умный не по годам, но при этом переживший череду страшных неудач, покуда злой рок не привел его к разорению и смерти. Имя студента Хэ вписали вместо Ши Цинсюаня, обманув тем самым истинного божка-пустослова, и таким образом Ши Цинсюаню досталась чужая судьба. В один и тот же канун холодных роз один человек испытал на себе настоящий ад на земле, другой же под мощнейшей защитой успешно преодолел небесную кору и вознесся. Но изначально обоим предназначались прямо противоположные судьбы.